18 лет назад я приехал в Москву, где была издана вот эта моя первая книга. Сейчас она продается вот в такой обложке. Знаете, про что эта книга? Если вы думаете вообще, что это ролик про рекламу книги, да нет, это ролик про замечательный шашлык, который был описан в том числе и вот в этой первой моей книге. Что это за книга вообще? Сейчас расскажу. Я поваром никогда не работал. Я жил себе там в Узбекистане, никого не трогал, занимался бизнесом. Вот. Но готовить любил, потому что других особых развлечений в Фергане, в городе, в моем родном городе, ну как-то не было. И там все любили готовить. И вот я не исключение, я тоже любил готовить. Ох, курдюк какой хороший мне попался. 18 лет назад, когда я ехал сюда, в Москву, для презентации вот этой своей первой книги, я курдюк, ребята, вез с собой. Я развернул курдюк. Курдюк был вот не очень большой кусок. Я его развернул таким образом, чтобы у меня получилось нарезать более-менее длинные полоски курдюка. И я вот нарезаю, видите, вот такие полосочки. Полоски получатся немножко разной длины. Это нормально, ничего страшного. Вот этот шашлык. Я расскажу вам, как я научился готовить этот шашлык, как я его полюбил. Можно начну совсем с моей молодости. Мне кажется, даже еще 20 лет не было. И я почему-то ехал поездом в Ташкент с попутчиками. И мы приехали в Ташкент 4:30 утра. И кто-то из попутчиков, человек постарше и более опытный, он сказал: ну что, поехали в яму, позавтракаем. Что за яма? Где сейчас 4:30? Советский Союз. Брежнев еще живой. И он мне говорит, что в 4:30 утра в Ташкенте можно где-то там позавтракать. Мы сели в такси. Таксист сразу понял, мы сказали там, парень сказал ему Эскиджуа, да, старый город. Приехали мы в этот старый город. Темно. Осень, темно. Люди ходят с фонариками. Небольшой рыночек, там буквально вот на 3 ряда прилавков. И первая приходит, значит, женщина с ведром. А ведро у нее сплющенное. А в ведре тлеет уголь. Она пока шла, вот так вот ведром махала, и уголь там у нее разгорелся. И она спрашивает по-узбекски: кому шашлык? А где мангал? Где чего? У нее в сумке маленькие коротенькие шампура. Вообще в Ташкенте не делают вот на таких длинных шампурах из вот таких кусков мяса шашлык. Там делают очень вкусный шашлык из очень мелких кусочков мяса. И она, значит, достает вот это чудо, это мясо замаринованное мясо, уже насаженное из своей сумки, из какой-то вот такой колхозной сумки, и ставит пучок, веер вот этих вот шампуров поверх ведра. Моментально запахло. Через 10 минут у нее шашлык готов. Она ставит следующий, собирает деньги. Приходит другая, раскрывает сумку, либо тазик, не помню. Говорит: кому самса? И там такая самса шикарная. Кто-то ходит с термосом и предлагает чай. В общем, потом свистит участковый идет на работу мимо базара, свистит, все сначала разбегаются, потом участкового тоже, значит, там покормили завтраком, ну и нормально все. Понимаете, и вот в самые такие советские времена, там еще никаких кооперативов и не пахло. В Ташкенте, вот в этом старом городе, вот в этой яме, по-узбекски называется жар, всегда можно было очень вкусно покушать. Значит, не беспокойтесь за это мясо, оно просто выдержанное мясо, и поэтому у него такой цвет. Это толстый край от говядины. И чтобы приготовить шашлык, который я сегодня собрался готовить, нужны вот такие длинные полоски мяса. Значит, из баранины вы вот таких полосок мяса нигде не найдете. В баране их просто нету. Вот
вот в говядине такие есть. Особенно хорошо получается вырезка. Но вот это выдержанный толстый край, и он будет ничуть не хуже, чем вырезка, поверьте. Мы их сейчас смешаем. Вот у меня вырезка, а вот толстый край. И наступили кооперативные времена. В Ташкенте есть улица Наваи. Там, значит, с тех еще кооперативных времен была ярмарка. Наверху какие-то будки стояли, чем-то там торговали. Внизу там тоже такой овраг, яма, и там было множество заведений общепита. И вот там, не знаю, в 87-м или 88-м году я подхожу и вдруг вижу какой-то шашлык сказочно красивый. Сейчас вы увидите, сейчас вы согласитесь с моим описанием, что это очень красивый шашлык. И я, разумеется, его заказал, мне приготовили. Я спрашиваю: братан, как готовить? Это и не получится у тебя. Он мне говорит: у тебя не получится. Но я с ним по-хорошему поговорил. Он мне вкратце все рассказал. И я вам тоже сейчас все вкратце расскажу. Вообще это шашлык, если будете готовить, то вот не пожалейте вырезку. Вырезка самая мягкая, самое нежное мясо, его и выдерживать-то не надо, по сути дела. Если это мясо я выдержал, и теперь оно у меня хочешь не хочешь будет мягким. А вырезка, она сама по себе мягкая. Это кусок от вырезки. Она на самом деле вот такая была. Это от хорошего такого быка вырезка. И она здесь шире бывает, здесь получается уже. И когда нарезаешь полосками, хочешь не хочешь, получается так, что где-то какие-то полоски длиннее, какие-то полоски короче. Эту пленочку надо убрать, потому что она мягкой стать никак не может. Это резина. Это конкретная резина. Это тоже надо убрать. Вот, посмотрите, посмотрите. Ну, мясо само подсказывает, как его резать. Говорит: вот так режь, и будет хорошо сейчас. Вот. Полоски разной длины, и этим определялась форма шашлыка, которого готовили одновременно на 5 шампурах. Там невозможно было заказать, там, сделай мне 3 шампура, 2 шампура, 1 шампур. Сразу 5 шампуров. И поэтому шашлык назывался беш панджа. О, смотрите, какое мясо. Желательно, чтобы полосочки у вас получались примерно равной толщины и ширины. Так, здесь вот у меня 400 грамм курдюка, и здесь, ну, наверное, 2 килограмма мяса. На 2 килограмма мяса ложка соли, ну, почти что без горки, вот так вот, да. Этого будет вот хорошо, этого будет достаточно. На 400 грамм курдюка пол ложки соли и больше ничего. Вот. А на мясо, ну, немного черного перца. Вот так, достаточно. Немножко кориандра, чуть побольше, чем черного перца. Знаете, вот кто говорит, что специями все испортил вкус мяса, ну, значит, люди не умеют пользоваться специями. И у них получается так, что специи портят вкус мяса. А у меня специи вкус мяса украшают. И здесь вот готовая смесь, не буду ее рекламировать, но она неплохая. Но здесь тоже есть там перец красный, есть гранулированный чеснок. Одним словом, это будет неплохо. И все, и перемешать. Вот. Знаете, вырезка, и сюда добавлять там какой-то луковый сок, не знаю, там уксус, еще чего угодно другое, не стоит. Не стоит. Потому что и так получится очень хорошо, и это вот прямо уже сейчас можно начинать жарить. Да, мы пока сейчас будем нанизывать, это вот уже все пропитается специями и нормально так просолится. Ну все, начинаем.
Курдючок. Курдючок подлиннее. О, совсем длинный. Ну хорошо, пусть будет так. Мангал у меня. Мангал у меня, видите, какой ширины? То есть вот шашлык я могу нанизывать вот так примерно. Ну и прекрасно. Вот так примерно и получится. Теперь кусочки мяса надо присоединить, собрать таким образом, чтобы получилась эдакая пирамидка. Пирамидка из мяса и курдюка. И вот, теперь берешь шампур и потихонечку, потихонечку, аккуратно, аккуратно пронизываешь сквозь все мясо. В Узбекистане, говорил уже, барашки там покрупнее, да, и я обычно ставил в качестве такой поперечной арматуры одно ребрышко сюда и одно ребрышко сюда где-нибудь кверху. И все держалось еще лучше. Получалось все еще красивее. Думаете, он будет сильно вкуснее, чем любой обычный шашлык? Я так не думаю. Нет, но это то, что запомнится. Это то, что запомнится вашим детям. Это то, что запомнится вашим друзьям. Это то, что порадует. Кулинария – это не наука про то, как просто вот там скорее, быстрее, поэкономнее пожрать. Нет, конечно. Нет, конечно. Кулинария – это про радость и про удовольствие от жизни. И теперь смотрите, ребята, значит, вот это вот, ну, какие-то края вылазят, значит, их вот так вот в мясорубочку или ля-кебаб. Понятно? Ну, чтобы уж совсем было красиво. Но так надо. Ну и посмотрите, как оно. Красиво? Еще бы. Следующий. Все точно так же. Знаете, я ведь в этой книжке «Казан Мангал» описывал, какие инструменты должны быть у любителя приготовить в казане, либо на мангале. И благодаря этой книге мне многие люди говорят, что мы тоже полюбили готовить. Прекрасно. Идите сюда поближе. Значит, вот у нас получилось 2,5 таких комплекта. И осталось сделать только одно. Надо посыпать кукурузной мукой. Вообще, любой дробленкой можно посыпать. Вот у вас, если даже есть манка, посыпьте манкой. Можете взять, например, немножко кукурузного крахмала и смешать с манкой, и у вас получится ровно то же самое, что и кукурузная мука. Присыпьте, немножко пришлепайте руками, чтобы там сколько-то прилипло. Сколько прилипнет, столько и надо. Это необходимо для создания вот особой такой уникальной текстуры этого шашлыка. Понимаете? Его поверхность должна слегка хрустеть на зубах. Так-то а то будет просто мягкое, да, мягкое и жирное. Понимаете, это не то. И любой шашлык, прежде чем его ставить на мангал, я сейчас там развел огонь, пусть полежит вот здесь и немного согреется. Да-да, вот согреется. Совсем холодное мясо, хоть в стейках, хоть в шашлыках, оно не так хорошо готовится, как мясо более-менее теплое. И еще мясо уже посоленное, оно со специями, конечно, оно испортится вот здесь на столе. Да как оно может испортиться? Посмотрите, какая красота, а? Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем. И при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно.
Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей. Вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталик Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталик Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Совсем уж крупные куски угля в сторонку. Уголь хороший. Жар, должен быть жар хороший. И еще. Ташкент, шашлык и уксус – это три слова, которые всегда идут вместе. У меня здесь был уксус виноградный, без белого винограда. Его было вот столько, оставалось вот столько. Я прямо сейчас развел водой, то есть, наверное, больше, чем в 3 раза развел его водой. И этот уксус мне понадобится для того, чтобы поливать шашлык, чтобы все у нас получилось именно по-ташкентски. Значит, я не мариновал, нет, не мариновал шашлык с уксусом. Вы видели, здесь абсолютно сухой маринад, вообще там ничего нет, кроме соли и специй, да, никакой жидкости нет. Но вот этот уксус, хотите верьте, хотите не верьте, нет, придавал ташкентскому шашлыку особый шарм. И те люди, которые полюбили шашлык в Ташкенте, они и теперь иногда и маринуют шашлык с уксусом, и там мариновали шашлык с уксусом, и использовали этот уксус при подаче. Ну вот подают шашлык, а к нему лук надо подать, да? И этот лук спрыскивали уксусом, и уже готовый шашлык спрыскивали уксусом. Уксус там брали обыкновенную уксусную эссенцию, разводили ее водой до состояния, скажем, ну, как столовый уксус. Может быть, 7%, 9%. И потом этот самый уголь. Уголь какой надо. И потом туда, в этот уксус, опускали веточки укропа, семена кинзы. Туда могли положить острый перчик, чесночок. Обычный черный перец горошком. И этот уксус стоял, и все эти специи, все они впитывались в уксус. И потом, когда вот там побрызгивали чуть-чуть, ну, получалось вкусно. Итак, слабенько-слабенько разведенный уксус. Чуть-чуть. Понимаете? Лимон, ну, хотите, не хотите уксус, да? Я понимаю, что вот, ах, какие вы крутые все, не хотите уксус. Лимонный сок.
Лимонный сок разведите водой и поливайте. В лимонный сок мяту можно положить, что угодно тоже можно положить. Он постоит, вот хотя бы день вот в тепле постоит, и будет хорошо. Ух, красиво. Есть одна тонкость. Я могу вам прямо сейчас, несмотря на то, что вот я готовлю шашлык абсолютно по-ташкентски, но могу подсказать вам одну тонкость, как сделать вот этот шашлык еще лучше. Запоминайте. Если у вас вот попадется курдюк достаточно крупный, нарежьте его не такими узенькими полосками, как я сейчас нарезал, а нарежьте его брусами такими, ну, сантиметров там, не знаю, по 5 толщиной, по 5 шириной. Насадите на шампур и дайте ему постоять над углями. Пусть постоит над углем и пусть вот примет вот такой золотистый цвет, этот курдюк. Потом остынет, потом вы его нарежете. И вот этот полуготовый курдюк лучше сочетается с говядиной, особенно с говяжьей вырезкой. Почему? Поясню сейчас. Потому что этот полуготовый курдюк будет готов одновременно с говядиной. Дело в том, что говядина жарится очень-очень быстро. Температура говядины, тем более говяжьей вырезки, температура хорошей говядины, это вообще 52 градуса. Если уж хорошо делать, как положено делать. Но мы сегодня будем жарить говядину на убой. Прям вот градусов до 60, 65 может быть. Итак, шашлык и уксус. Но когда речь идет про лук, вот хороший такой красный, так называемый, плоский вот этот такой крымский лук. И здесь очень хороший, дорогой, вот как по цене коньяка. Уксус из итальянского города Модена. Восхитительно вкусный. Значит, в Узбекистане тоже есть традиция изготовления дорогого уксуса. Выдерживают 25-30 лет уксус. Виноград-то есть, понимаете? Потому что если бы не делали виноградный сок, то откуда бы, собственно говоря, мог взяться уксус? Слово уксус в узбекском языке есть? Есть. Все. Сиркя называется, да? Идите сюда, наслаждайтесь этой картиной. Значит, шашлык берется вот так вот. Вот так вот. Отрезается. И вот он какой. Я думал, будет пережаренный. Нет. Как раз так, как надо. Ровно так, как надо. Сейчас начнут писать мне. Это сырой, кровь течет. Это правильно приготовленная говядина. Посмотрите, как она выглядит. Вот так она должна выглядеть. Вот так. С краю какие-то куски мяса уже вот подсохли. Видите, какие они? Ну, вот эти будут гораздо вкуснее. Вы попробуйте, проверьте мои слова. И вперед, ребята. Еще лучше обед. Только если в раю выдадут. На земле нет. На земле вкуснее обеда не будет. Не ешьте мясо с мясом. Обязательно, обязательно лук. Лук улучшает наше пищеварение, тем более вот такой, смоченный очень вкусным уксусом. Зелень на столе должна быть. Можете в лаваш завернуть, но обязательно вместе с зеленью, если есть помидорчики где-то рядом должны быть. И самое главное, ребята, что я вам желаю? Я вам от всей души желаю много-много солнечных дней и хорошего настроения. Эти слова я пишу практически каждому, кто покупает мою книгу «Мангал». Я вот так и пишу там дорогому Сергею, Александру, Мураду, Рустаму, там не знаю кому еще, значит. И вот эти слова. Солнечных дней, чистого синего неба над вами, хорошего настроения и приятного вам аппетита.